Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. И сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре китайская прем ПТ-САУ ВЗ-121 GFT. О, не G, просто 1FT, извините, да, не G, 1FT. Вот, это прем ПТ-САУ. Сейчас она есть в аренде по программе Ростелекома. Можете взять в аренду, покатать, попробовать, может понравится, тогда купите ее впоследствии. Вот, я решил по ней, конечно же, запилить обзорчик, годная или негодная данная тачка. Ну и, конечно, начнем сегодняшний обзор с бронирования ВЗ-121FT. Погнали! Итак, вот Collision модель наша ПТ-САУ. Ну и давайте начнем с корпуса, с НЛД. Все-таки я разделю его на ВЛД, на рубку в целом и НЛД. Да. 80 мм, перейдем снизу 131, 127. Абсолютный картон, это даже не анти-СТ. Вас сюда будут шить и ЛТшки 8 уровня, про 9, 10 я просто молчу. Все, картонные НЛД. Те касаемо рубки. 120 миллиметров, снизу вот здесь 205, сверху 228, аналогично, здесь 239. А маска орудия, она такая небольшая, 204 снизу, здесь дырка 217, да, по краям там, конечно, по 350. Вот. Есть лючок, но он просто безумно маленький, и выцеливать его никто никогда не будет. Тем более, что пробить его будет достаточно сложно, там 60 миллиметров, но он такой закругленный. Вот, и при веденке 120 система пишет рикошет. Так что, извините, в лючок-то ей точно не стоит стрелять. Боковое бронирование у нас 60, но танковать от борта из-за малых углов горизонтальной наводки мы не сможем. Крепкая ли ВЛД корпус? Да, да, крепкая. Это анти-СТ и даже порой анти-ТТ. Почему? Ну, если противник играет на основном типе снаряд с бронепробитием около 200, либо ниже, либо 205, либо 207, у него огромные шансы вас не пробить. То есть, если он не видит ваш НЛД, то здесь может быть и рикошет. А если еще вот так задрать чуть-чуть, ну, извините, тут уже есть броня. Вот, по броне. Что это за ПТ-САУ? Ну, это не кустовая и это не штурмовая ПТ-САУ. Это универсальная. Она так и называется, универсальная ПТ-САУ. Это ПТ-САУ средней дистанции поддержки групп союзных танков, либо СТ, либо ТТ, то есть за спинами, и по их засвету работать со средней дистанции. Вот про это по сути ПТ-шка. Так, с броней разобрались. Давайте смотреть орудие. Угу. Пушечка у нас здесь 10 уровня, 122 миллиметра. И это уже о многом говорит. Альфа у нас 440, пробитие на основном 248, на голде 310. Это ПТшка у нас, да, 8 левела. Заряжается, ну, грубо говоря, 10 секунд. Общий ДПМ 2700 в минуту на стоке. 0,37 разброс. И почти 3 секунды сводится. Вот по орудию ярко выраженный минус — это сведение. И в игре я уже, естественно, катал на это, даже там первую отметку взял. Вот, сводится она медленно. Вот это факт. Вот это больше всего бесит. По полевой модернизации. Во втором блоке усиленную ходовую. В четвертом притирку шестерни наведения. И в пятом настройка инжектора. А здесь я взял на живучесть второй слот. По оборудованию. Значит, по оборудованию. В основной слот, дающий дополнительный буст на огневую мощь, ставите всегда досыл. Во второй слот ставите всегда усиленные приводы наводки. А вот в третий слот вы можете поставить, как я, вентилятор. Вы можете поставить улучшенный прицел. Вы можете поставить даже турбину, вы можете поставить просветленную оптику. Смысл ставить стереотрубы нет, потому что все-таки эта ПТшка, она в движении всегда. Поэтому либо просветленку, либо даже можно малошумку, кстати, поставить. Тут вариаций дофига.
Вот как вам больше ваш геймплей больше заходит, так и ставьте. Вентиль, прицел, малошумку, турбину, просветленку. Некоторые даже катают, я видел, с закалкой. Ну, можете попробовать. Вот. По снарядам. Основной снаряд ББХ летит косарь. Голда у нас кумулятивная и тоже также летит косарь, что достаточно приятно. Кумулятивного снаряда. По снаряжению ремка, аптечка, огнетушитель автоматический. Вот. Экипаж, 4 члена экипажа. Перки вы сейчас перед собой наблюдаете. А по УВН у нас все хреново. У нас всего лишь минус 6. Это даже не минимально. Ну что такое? Не минимально комфортный угол склонения орудия. У нас ДПМ, кстати, подрос до 3200, потому что сочная альфа. По ХП 1100, ну такой средний параметр. По мобильности все в принципе нормально. 50 вперед, 20 назад, почти 16 лошадей на тонну. По незаметности, перк незаметности глядим. У нас еще вообще даже не полностью вкачан, у двух уж точно членов экипажа. Но неподвижной машины вот при такой сборке 44 и 77. А когда прокачаются все перки, будет где-то 46. А теперь представьте, что вы еще поставили малошум. Какая незаметность будет у этой ПТшки. Так что можете попробовать и с малошумной системой выхлопа покатать. По обзору нищие 392, она, конечно, слеповата. По плюсам и минусам. Она низкая, маленькая, вся такая аккуратная. Это плюс. По подвижности плюс. По обзору прям жирный минус. По незаметности жирный плюс. По орудию плюс-минус. Плюс за хорошее пробитие на снарядах, за хорошую скорость полета на снаряда, минус за отсутствие УВН и долгое сведение орудия. Вот, это минусы. Вот. Соответственно, неоднозначно уже получается ПТшка, потому что есть как плюс, так и минусы. Давайте отправляться в бой, пощупаем, что она из себя представляет в реальном бою. Погнали. Так, попали к 8 левелам и 7. Обзор боем ВЗ-121 ФТ, прем ПТСАУ Китая 8 левела. Сейчас эту тачку можно взять в аренду по программе Ростелекома. ЛТшку у них, да, Т-71, да и хрен бы с ним. Да, сведение, конечно, у пушки этой не самое прям кайфовое. Ой, я даже не засветился. Черт побери, как приятно. Так, 2 шотика мы пригрузили, парни.
Так, зажались они, конечно. О, хороший. О, еще и на свет. Добро, 1,5 есть, ребят. Уже. Есть еще шотик. Добро мы бахаем. Все, тут уже надо в куст переезжать. Так. Эта мелочь сюда уже заехала. Валим. Валим. Надеюсь, успею. От ВКхи. О, еще подсветил. Нормально. Свалили. Добро. Еще дали. Так. Насветили, настреляли. Еще шотик. 3К насрали, ребят. Но мы проигрываем, да. Чтоб все вы понимали. Уничтожим. Аис на что надеется? Спрятался, гля. Ребят, 3500 дали. Да. Я в окружении. Что-то из на меня сбоку не наваливается. Странно. Не пробил. Ну все, уже боком повернулся. Ну ладно, 1,5 насветил. 3500 настрелял. Бою в честном, да. Ага. 4. Сколько? 5 суммы. Сойдет. Что хочу за эту тачку сказать. Пушка огонь. Альфа огонь приятная. Вот. А подвижность такая, ну, правильно сказать, чуть лучше средней. Броня присутствует, да, чуть-чуть вон тонканули 540. Но команда моя, как всегда, решила, что сегодня мы выигрывать не будем. Да. Так что брать или не брать вам эту ПТ в аренду и, по-моему, в дальнейшем выкупать. Здесь нужно быть фанатом ПТ САУ без поворотной башни. Вот. Фанатом. Потому что играть на ней, ну, скажем так, на определенных картах будет крайне неудобно. Потому что, ну, когда есть поворотные башни, ну, вот стоит, захватывает, видите? Да, захватчик. Ядрен батон. Да, захватчик. Вот, поэтому она такая не чисто кустовая, она ПТ САУ поддержки.
она по сути всегда следует за группой либо тяжелых танков, либо средних. Вот, и работает по засвету, соответственно, последних. Вот. Хорошая ли она, плохая, но очень приятная альфа, это факт. 470, там, под 500 все это вылетает, ну, это приятно, реально. Хорошее бронепробитие. По точности, конечно, пушка не прям самая-самая, там со шпаками сравнится. Так, 261 начислили, 217 чистыми, нормально. Но это новогодняя фигня, тут бонусы всякие. Вот, ну попробуйте, возьмите в аренду, покатайте, может и зайдет. Я такую ПТшку имею в ангаре, взял на ней пока одну отметку, прям не упирался, на ней не катался, но когда-нибудь буду брать 3 отметки. И играть от альфы можно, прям, ну реально можно. ПТ САУ поддержки, вот даже написано универсальная. Как-то так. Ребят, пишите свои комментарии, у кого уже есть эта тачка, для людей, которые только хотят ее, возможно, приобрести, как она вам, какое вы используете на ней оборудование. Вот, как по мне, ну, прям не имба все равно. Нет, наверное. Ну, приятная, попушка. Вот, ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал, а я вам говорю до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.